Всем привет! Сегодня мы будем вязать вот такой необычный топ-жилетку крючком. Нам понадобится пряжа основного цвета. У меня это полухлопковая пряжа Alize Cotton Gold, цвет 493. Мне хватило 2 мотка этой пряжи. Контрастная пряжа. Я использую ту же пряжу Alize Cotton Gold, оттенок номер 599. Мне хватило примерно половины мотка. Крючок. У меня это номер 3, вы же можете использовать любой, которым вам удобно вязать. Сантиметровая лента, ножницы, тетрадка или листок для записи, ручка. Первым делом мы свяжем образец для дальнейших расчетов. Вязать будем столбиками без накида. Набираем 20 воздушных петель. И затем добавляем еще одну петлю подъема. Во вторую петлю от крючка вставляем крючок. Захватываем нить, протягиваем. У нас 2 петли на крючке. Снова захватываем нить, протягиваем ее через обе петли на крючке. Первый столбик без накида готов. Вставляем крючок в следующую петлю. Захватываем нить, протягиваем. У нас 2 петли на крючке. Снова захватываем нить, протягиваем ее через обе петли на крючке. Второй столбик без накида готов. Покажу еще раз. В эту петлю мы уже провязали столбик, так что вставляем крючок в следующую петлю. Довязываем столбики без накида до конца ряда. Первый ряд готов. Делаем воздушную петлю подъема и поворачиваем вязание. Вяжем второй ряд образца. Вставляем крючок во вторую петлю от крючка и вяжем столбики без накида за обе стенки петли. Делаем все то же самое, как в первом ряду. Второй ряд готов. Снова воздушная петля и поворот вязания. Свяжем 15 рядов образца и затем будем делать расчеты на топ. Так что далее вяжем еще 13 рядов. Довязали образец и у нас получилось 15 рядов по 20 столбиков без накида в каждом. На время откладываем образец, чтобы сделать замеры. Наш топ будет выглядеть вот так. Сначала рисуем спинку и делаем расчеты для нее. Эта линия – обхват груди пополам. Верхний край спинки такого же размера. У меня обхват груди 87 сантиметров. Так что обхват груди пополам 43,5 сантиметра. Отмечаю это на рисунке. Следующая величина – длина изделия. У меня это расстояние от плеча до талии, равное 44 сантиметрам. Нижний край – это обхват талии пополам, то есть 35,5 сантиметров. Расстояние от плеча до середины груди равно 24 сантиметрам. Следовательно, нижняя часть спинки равна 20 сантиметров в высоту. Замеры для спинки в сантиметрах мы сделали. Переходим к образцу, чтобы перевести сантиметры в петли и ряды. Разбиваю лист пополам на длину и ширину. Начнем с длины. В моем образце 15 рядов, что равно 7 сантиметрам. Но мы должны учесть, что вязание будет растягиваться в длину. Смотрим, насколько сильно оно может растянуться. У меня вышло растянуть 15 рядов до 9,5 сантиметров в длину. Возьмем среднее значение между ними, например, 8,2 сантиметра. Выходит, что в длину 15 рядов равно 8,2 сантиметра. Смотрим на ширину. В 20 петлях в нерастянутом состоянии 9,5 сантиметра. Максимально растянутом 13 сантиметров. Возьмем среднее значение 11,2 сантиметра. То есть в ширину 20 петель у меня равно 11,2 сантиметра. Теперь переведем величины, нужные для вязания спинки, из сантиметров в петли и ряды, исходя из замеров нашего образца. Смотрим, чему равен 1 сантиметр в ширину. Для этого 20 делим на 11,2.
Переводим размер талии, то есть 35,5 см в петли. 35,5 умножаем на 20 и делим на 11,2. Получается 63 ряда. То есть в самом начале вязания спинки у нас будет 63 петли в ряду. Переводим верхний край спинки в петли. В 43,5 сантиметрах получается 77 петель. Вообще там 77,6, но я округлила в сторону нечетного числа, потому что начинать вязание мы будем с нечетного количества петель, а число убавок всегда будет четным. Так что следите за тем, чтобы и низ, и верх спинки оба имели четное количество петель, либо нечетное. Переходим к длине. 1 см в длину равен 15 делить на 8,2. В 20 см у меня 37 рядов. В 24 см 44 ряда. Теперь нарисую такую же спинку, но все замеры запишу в петлях и рядах, чтобы не запутаться. Рассчитаем, сколько рядов прибавок делать. В каждом ряду будет по 2 прибавки в начале и конце ряда. И из верха спинки вычитаем низ, то есть из 77 петель 63 петли, и делим это количество на 2. Получаем 7. Это значит, что за 37 рядов мы сделаем 7 рядов прибавок, по 2 прибавки в каждом ряду. Далее 37 мы делим на 7 и берем большее целое число. У меня это 5. Это значит, что прибавки мы будем делать в каждом пятом ряду. То есть 4 ряда вяжем без прибавок, следующие с прибавками и так далее. И так я свяжу 35 рядов, в 35 у меня будут последние прибавки, и следующие 2 ряда будут без прибавок. Ваши расчеты могут отличаться, так что посчитайте все по аналогии с моим примером. Для начала вязания спинки набираем 63 воздушные петли плюс 1 петлю подъема. Во вторую петлю от крючка вставляем крючок, захватываем нить, протягиваем. У нас 2 петли на крючке. Снова захватываем нить, протягиваем ее через обе петли на крючке, и первый столбик без накида готов. Вставляем крючок в следующую петлю. Захватываем нить, протягиваем. У нас 2 петли на крючке. Снова захватываем нить, протягиваем ее через обе петли на крючке и получаем наш второй столбик без накида. Так мы вяжем до конца ряда. Первый ряд готов. Делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание. Вернемся к расчету. У меня 7 рядов прибавок. Прибавки в каждом пятом ряду. Рекомендую вам делать записи, чтобы не запутаться, где делать прибавки. Я делаю это примерно вот так. Я свяжу 4 ряда без прибавок и покажу, как в следующем ряду делать прибавки. Провязала 4 ряда. Теперь делаем прибавки. Делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание. Прибавки мы делаем в первую и последнюю петли ряда. Во вторую петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида. И в эту же петлю второй столбик без накида. Далее в каждую петлю ряда, кроме последней, провязываем по одному столбику без накида. Я довязала до конца ряда. Осталась одна петля. В нее мы провязываем 2 столбика без накида. Это и есть наша вторая прибавка. Воздушная петля, поворот. Далее все по той же схеме. 4 ряда без прибавок. В пятом прибавке первую и последнюю петли ряда. Повторяю такой цикл 7 раз. После этого 2 ряда без прибавок. Всего у меня их получится 37. У вас может быть другое число, исходя из ваших замеров, толщины пряжи и плотности вязания. Покажу вам, как поменять нить, если она закончилась в середине ряда. Вставляю крючок в следующую петлю, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Беру новую нить, захватываю ее и протягиваю через 2 петли на крючке, заканчивая тем самым столбик без накида. Теперь у нас 2 кончика нити, от старой рабочей нитки и от новой. Провязываем несколько столбиков, пряча оба конца внутрь столбиков. И далее просто оставляем оба конца нити с задней стороны вязания и вяжем с новой рабочей нитью. Нижняя часть спинки готова, 37 рядов. Верхняя часть 44 ряда без прибавок. Последний ряд спинки довязан. Делаем воздушную петлю, отрезаем нить и протягиваем ее через петлю. Спинка готова.
Следующая часть – расчеты для переда. Чтобы никого не запутать, я буду делать все очень постепенно. Для удобства перерисую спинку еще раз. Первое отличие переда от спинки в том, что перед короче спинки на пару сантиметров. Это нужно для того, чтобы плечевой шов был на месте и никуда не съезжал. Так что верхняя часть моего переда, где идут ряды без прибавок, состоит из 40 рядов вместо 44. Следующий этап – отмечаем горловину. Глубокая нам не нужна. Измеряем обхват шеи, делим пополам. У меня это 17 сантиметров. Отмечаю на рисунке ширину. Глубина горловины 4 сантиметра. Перевожу в петли и ряды. 4 сантиметра в длину, 10 рядов. 17 сантиметров в ширину, 25 петель. Делаем второй рисунок переда с новыми значениями, заменяя сантиметры на петли и ряды. Следующий пункт – разрез, где будет шнуров. Я взяла 5 сантиметров. У меня 5 сантиметров в ширину, это 7 петель. От горловины останутся 2 отрезка по бокам передних частей топа. Ширина одного отрезка 25 петель минус 7 петель разделить на 2. Ширина отрезка 9 петель. Нижний край одной половинки переда 63 петли минус 7 петель делить на 2 равно 28 петель. Верхний край передней половинки 77 минус 25 делить на 2 равно 26 петель. Перерисовываем окончательный вариант переда со всеми расчетами. Что касается нижней части переда и прибавок, все то же самое, что и на спинке. Вяжем 4 ряда без прибавок, в каждом пятом ряду прибавка. Но не в начале и конце ряда, а только с одной стороны. Без разницы, с какой стороны вы сделаете убавку первый раз. Сначала или в конце. Имейте в виду, если делаете прибавки в каждом четном ряду, то каждый раз вы будете делать прибавки с одного и того же края. Например, вы делаете прибавки в каждом шестом ряду. Провязали 5 рядов. В шестом прибавку в первую петлю. Далее снова 5 рядов без прибавок и следующий прибавку тоже в первую петлю. Если же у вас, как и у меня, ряды с прибавками являются нечетными, вы будете делать прибавки каждый раз с противоположной стороны. Например, я вяжу 4 ряда без прибавок. В пятом делаю прибавку в начале ряда. Дальше снова 4 ряда без прибавок. И тут, внимание, следующий ряд прибавку делаю в конце ряда. Потом снова 4 ряда без прибавок. А в следующем прибавки в начале. Обязательно следите за этим. По рисунку у нас прибавки должны быть только с одной стороны. Это будет внешняя часть нашего переда. Если будете тут ошибаться, то получится что-то непонятное. Постоянно проверяйте себя в этом моменте, если у вас ряды с прибавками нечетные, как и у меня. Для простоты разбиваю половинку переда на 3 части. Часть А – прибавки в каждом пятом ряду. Часть Б – ряды без прибавок. Третью часть рассмотрим позже. Так как вязание частей А и Б делается по аналогии со спинкой, я их показывать не буду. Довязали переднюю часть до начала горловины. Левая сторона, где идут прибавки, будет рукав. Правая сторона, где прибавок нет, будет расположена в центре, возле груди. Перенесем часть с горловиной на отдельный большой рисунок, так будет проще объяснять. Эта часть та самая, где мы закончили наше вязание передней половинки. Замеры переносим с предыдущего ряда. За 10 рядов нам нужно сделать 9 убавок. В первом ряду убавляем наибольшее количество петель, дальше меньше. Моя схема. Первый ряд 3 убавки, второй без убавок. Третий ряд 2 убавки, четвертый без убавок. Пятый и шестой, как третий и четвертый. Седьмой и девятый по одной убавке. Восьмой и десятый без убавок. На рисунке сделала ошибку. В 8 ряду убавок нет, но количество петель указала верное – 27. Вы рассчитываете свою горловину примерно по такой же схеме. Обратите внимание, это очень важно. Горловину и убавки для нее мы вяжем по той стороне, где не было никаких прибавок. Горловина идет по центру, а не с краю. Звучит очевидно, но обратите на это внимание при вязании. Начинаем вязание. В первом ряду убавляем 3 петли. Так как я закончила вязание на ровной стороне переда, убавки мне нужно сделать в начале этого ряда. Чтобы их делать, я, как обычно, поворачиваю вязание и делаю воздушную петлю. Затем 3 соединительных столбика. Воздушную петлю подъема
И со следующей петли начинаю вязать столбики без накида в каждую петлю. Если же вы закончили предыдущий ряд на той стороне, где у вас были прибавки, то вам вместо соединительных столбиков в начале ряда нужно просто не довязать 3 столбика в конце ряда. Так и будет формироваться ваша горловина. Второй ряд без убавок. У меня в конце ряда первые 3 петли это соединительные столбики, мои убавки. Я их не провязываю. И следующая петля, петля подъема, ее я тоже не провязываю. Воздушная петля, поворот. Первый и второй ряд готовы. Все остальные вяжутся по аналогии. Когда закончите формировать горловину, не отрезайте нить, так как мы будем сразу же соединять переднюю и задние части нашего топа. Так выглядит моя первая половинка переда. От края спинки отсчитываем 26 петель. Такое количество петель в последнем ряду передней половинки. Помечу 26-ю петлю контрастной нитью, чтобы не перепутать петли. Делаем воздушную петлю. Прикладываем перед к спинке, горловина должна быть в центре. Первую петлю переда и помеченную маркером петлю спинки вставляем крючок. Протягиваем нить. Делаю воздушную петлю и провязываю столбик без накида. Продолжаю соединять до конца ряда. Далее делаем воздушную петлю, протягиваем нить и отрезаем ее. Так выглядит наш топ на данном этапе. Как видите, передняя часть на 4 ряда короче задней. Все так и должно быть, в готовом изделии этого не будет видно. По аналогии провязываем точно такую же вторую половинку переда и присоединяем к спинке. Свяжем ворот. Сначала обвяжем горловину. Берем контрастную нить, привязываем в первую петлю ворота. Привязываем, вставляем туда же крючок, протягиваем нить, делаем воздушную петлю. В ту же петлю вяжем столбик без накида. В первом ряду горловины было 3 убавки. Провязываем 3 столбика без накида в первые 3 петли ряда. Первый уже провязали. Далее переходим в следующий ряд, пропуская воздушную петлю. Там было 2 убавки. Провязываем 2 столбика без накида в первые 2 петли ряда. Снова пропускаем воздушную петлю и переходим к следующему ряду с убавками. Так по аналогии до конца рядов с убавками.
Делаем столбик без накида в шов, который соединяет переднюю и заднюю части. Затем столбики в каждую петлю спинки. После обвязки задней части переходим ко второй половинке переда. Обвязываем по аналогии. Петли подъема пропускаем, в петли убавок провязываем столбики. Дальше воздушная петля, поворот. Первый ряд готов. Далее поворотными рядами провязываем 6 рядов без прибавок. В следующем ряду мы чередуем один столбик и одну прибавку. Так до конца ряда. После этого вяжем еще 5 рядов без прибавок. Воздушная петля, отрезаем нить, затягиваем. Это будет конец нашего ворота. Так выглядит наш готовый ворот. Теперь соединим передние и заднюю части по бокам. Для этого выворачиваем топ наизнанку. Измеряем высоту рукава, которая будет нам комфортна. У меня это 20 см или 37 рядов. Берем высоту спинки и складываем с высотой переда. 81 ряд плюс 77 рядов, получается 158 рядов. Вычитаем 37 умноженное на 2, то есть полный обхват рукава. Получаем 84 ряда. Делим на 2, получаем 42 ряда. То есть нам нужно соединить снизу первые 42 ряда по бокам. Отсчитываем их на передней и задней частях. Ставим маркеры в оба, чтобы не запутаться. Рекомендую еще раз пересчитать количество рядов снизу. Сшивать очень удобно. Мы будем провязывать столбики без накидов в каждый промежуток между рядами. Там есть что-то вроде петелек. Вставляю крючок в самое начало обеих частей. Привязываю нить. Протягиваю ее, делаю воздушную петлю. Столбик без накида туда же. Далее столбик без накидов в каждый промежуток между рядами. Обязательно следите за тем, чтобы не пропустить ни один промежуток. Последний столбик соединения деталей должен быть провязан в те петли, которые мы отметили маркерами. Первая часть соединена, по аналогии делаем вторую. Пряжем резинку на рукаве. Она будет выглядеть так. Выворачиваем вязание на лицевую сторону. Да, не на изнаночную, а на лицевую. Присоединяем нить контрастного цвета к ряду в подмышке. Первый ряд мы провязываем, чередуя один столбик без накида и одну убавку. Первый столбик без накида уже провязали. Делаем убавку, то есть провязываем 2 столбика без накида вместе. И так до конца ряда. Чтобы закончить ряд, провязываем соединительный столбик в первую петлю ряда. Далее 5 воздушных петель плюс 1 петля подъема. Резинку будем вязать столбиками без накида за заднюю стенку. Провязываем 5 столбиков без накида. Делаем 2 соединительных столбика, как показано на видео.
поворот, 5 столбиков без накида за заднюю петлю. Воздушная петля, поворот. 5 столбиков без накида за заднюю стенку. Два соединительных столбика, поворот и снова 5 столбиков без накида за заднюю стенку и так далее до конца ряда рукава. Выворачиваем вязание наизнанку, чтобы закончить резинку. Соединяем части резинки с помощью 5 столбиков без накида. Воздушная петля, отрезаем нить. По аналогии сделайте второй рукав. Теперь пришьем ворот к передним частям топа, как показано на видео, чтобы он не торчал. Шнуровку будем делать цепочкой воздушных петель. Сделайте цепочку побольше. После того, как проденете шнур, можете отрезать лишнюю длину.
Топ готов. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать меня и его развитие. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Спасибо за просмотр.